Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых строк из Google таблиц в виде новых контактов в Google Contacts. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые строки из Google таблиц в другие системы. Например, в Google Контактах вы сможете добавлять новые контакты, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Sheets. Далее необходимо выбрать действие. Загрузить строки новые. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google Sheets к системе Apex Drive. Для этого необходимо указать логин и пароль личного кабинета Google. Далее необходимо предоставить все разрешения Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать файл и лист, из которых будут передаваться новые строки. В поле «Начать загрузку данных со строки «Номер» вам необходимо указать номер строки, с которых вы хотите начать выгрузку данных. Например, если у вас в таблице находится 1000 строк и вы не хотите передавать данные по всем этим строкам, укажите в этом поле цифру 999 для того, чтобы начать загрузку с последней из них. В данном случае в моей таблице находится только 2 строки, поэтому я укажу двойку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые находятся в выбранной строке. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Google Sheets успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Contacts. Далее необходимо выбрать действие «Создать контакт». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google Contacts к системе Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета Google. На этом этапе вам необходимо предоставить все разрешения Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля, которые необходимо заполнить для создания нового контакта в Google Contacts. В эти поля вы можете назначать переменные из Google Sheets. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в Google Contacts в виде новых контактов при каждой новой строке из Google таблиц. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Contacts». После успешной отправки переходим в Google Контакты и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку.
На этом настройка Google Contacts в качестве приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!